Всем привет! Сегодня на моем канале клубника. Покажу один из способов заготовки на зиму, при котором в ягоде сохраняется не только вкус и аромат, но и большая часть витаминов и микроэлементов, необходимых организму зимой. Делаю такие заготовки я каждый год. Съедаются они очень быстро и с огромным удовольствием. Позволяют насладиться зимой вкусом и ароматом этой чудесной ягоды. На первом этапе ягоды необходимо тщательно промыть. Погружаю их в большую миску с водой и даю постоять в воде буквально 1 минуту, для того, чтобы на дно осел весь мелкий мусор. После хорошо промываю под проточной водой и откидываю на дуршлаг. Затем клубнику обязательно нужно хорошо просушить. Для этого выкладываю ее на противень, застеленный бумажными полотенцами, и оставляю так на время. Только после того, как ягода полностью просохла, я срезала все зеленые хвостики. Для такой заготовки беру только целую и плотную клубнику. Ни в коем случае не берите мятую или подпорченную ягоду. Подготовленную клубнику поделила на две части. Самые мелкие, красивые и плотные ягодки отложила в отдельную миску. Здесь у меня 300 граммов очищенной ягоды, пока отставляю ее в сторону. В другой миске у меня 1 килограмм очищенной клубники, которую буду измельчать блендером. При этом клубника обязательно должна быть хорошо просушенной. Для такого объема ягоды мне понадобится 500 граммов сахара. Итак, килограмм клубники помещаю в емкость для взбивания. Вначале ягоду без сахара измельчаю в пюре. Хочу обратить внимание на количество сахара. В последнее время я храню перетертую клубнику в морозилке, поэтому беру 1 порцию ягод и половину порции сахара. А если взять соотношение ягод и сахара 1 к 1, то такую заготовку можно смело хранить в обычном холодильнике в течение года. Конечно же, при условии, если соблюдены все условия готовки и хранения. Это проверено годами. Но все-таки я даю предпочтение заморозке. Так в клубнике сохраняется намного больше витаминов, чем при обычном хранении в холодильнике. Засыпаю весь сахар и перетираю до полного его растворения. Включенный блендер старайтесь не поднимать наружу, иначе будет образовываться много пузырьков. Периодически блендер выключаю и просто им интенсивно перемешиваю. Как только сахар перестанет скрипеть и на стенках миски и блендере не будет видно ни одной крупинки, значит клубника готова. На такой объем у меня обычно уходит не более 10 минут. Лучше делать такую заготовку небольшими партиями. Когда сахар полностью растворится, клубничное пюре поменяет свой цвет. Он станет темнее и более насыщенным. У меня получилось пюре объемом 1 литр 300 мл. Можно и в таком виде отправить в заморозку. Зимой откроете формочку ароматной ягоды и будете наслаждаться вкусом клубники практически как с грядки. Но я делаю еще вкуснее и добавляю целые ягодки. Разливать буду по одноразовым пищевым контейнерам. Сначала раскладываю в каждый контейнер ягоды клубники. Можно разложить целыми, а можно порезать пополам. Это на ваш вкус. Но в любом случае это будет ощущение, что зимой вы кушаете свежую клубничку. Разливаю клубничное пюре по формам. Не наливайте по самое горлышко, так как при замораживании объем жидкости увеличивается. Для морозилки стеклянную посуду использовать не рекомендую. А вот если вы решите сделать такую заготовку для хранения в холодильнике, то разливать ее нужно именно по стеклянным банкам с винтовыми крышками. И еще при хранении в холодильнике не рекомендую добавлять целые ягоды. Лучше все перебить блендером до однородности. У меня получилось 4 формы объемом 450 мл. Лучше брать небольшие формы, чтобы можно было скушать за один раз, так как клубника после размораживания хранится недолго. Закрываю крышками и убираю в морозилку. Такая заготовка может храниться больше года, но у нас она долго не задерживается, съедается с огромным удовольствием. При условии, если ягода правильно заморожена, в ней сохраняются практически все витамины и микроэлементы, что и в свежей ягоде. Удачных вам заготовок! Всем желаю приятного аппетита!